Создана на базе Гольфа, опять же. В время признали лучшим технологичность, надежность и экономичность. Уже фары, бампер полностью улучшили, аэродинамический коэффициент, немного уже с дизайном, формами поигрались, немного по-другому машина выглядит. Впечатление. Первое впечатление, такая вещь, куда никуда не девается и остается с вами надолго. С одной стороны, это сделано для экологии, как они писали в свое время, но с другой стороны, это, я на B8 тоже говорил, это хорошо тем, что равномерный нагрев. На своей теперешней машине ездить дальше, доводить ее там, чинить то, что нужно менять, и присматриваться, что бы вы хотели купить, и собирать деньги. Все. Приветствую вас, вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет о семейном минивэне Volkswagen Touran. Надо этой категории уделить внимание автомобилей. Из его конкурентов у нас был только Opel Zafira. Так, я прошу прощения, буду в очках, чтобы я не жмурился. Вот. Сейчас начнутся споры. Это второй Туран или третий? Это второй Туран, ребят. Он вышел в 2015 году. На платформе MQB машина создана на базе Гольфа, опять же. Первый Туран имел два реста в 2006 и 2010 году. Он был создан на платформе PQ35. Многие второй рест воспринимают как второй Туран, а этот как третий. Но именно по немецким надо ориентироваться на немцев, потому что они эту машину создавали в конце концов. Так что, как они скажут, так и есть, правильно? Вот. Но немцы делают как? Это второй рест первого Турана, а это второй Туран. И ну, раз машина на той же самой платформе по Q35, значит, это уже не следующий автомобиль, не следующая версия. Это та же версия, просто вторым рестом. Ну, у гелика там сколько? 5 или 6 рестов было, я не помню уже. Вот. То же самое здесь было два реста. Первая машина вышла в 2003 году. Сразу преимущество этой машины. Здесь такой спорный обзор получается, все можно спорить. Преимущество машины то, что она в свое время, вот в 2015 году, когда вышла, завоевала звание лучшего автомобиля в своем классе. Ну, мне как вагадрочеру это приятно, конечно. Хотя многие начнут орать, да ты чё, Веста лучше подходит. Это европейское заявление и европейский конкурс был. Да, Веста, X-Ray, Гранта, девятка еще лучше подходит для этой категории. Конечно, согласен, не спорю. Просто корабль. Приятно ехать на машине. Конечно, сидишь выше, лучше обзор, можно прогнозировать свое движение, то, что преимущество в городе, потому что вот я на своей езжу, ну, легковая машина этому уступает. Минивэн, конечно же, повыше. Насчет компакт-кроссовера, потому что можно вот искать Тигуан, еще что-нибудь такое. По большому счету, если вам не нужен полный привод, к примеру, если у вас семья, вы ездите исключительно по городу, то но я не вижу смысла. Но минивэн лучше. Ну, минивэн, компакт-вэн это считается. Он больше подходит для этих задач вот, семейного автомобиля. Ну, кому как, конечно. На эту тему можно долго спорить, но все равно. Минивэны, компакт-вэны, это все равно машины созданы в первую очередь для семейных людей. И если философствовать, шумоизоляция здесь тише, чем у Зафиры было. У Зафиры было 1.6, здесь 2.0. Конечно же, это по резьбе пободрее. Можно искать Зафиру 2.0, эту 2.0 и смотреть. Но по технологичности этот мотор все равно на первом месте. В свое время его признали лучшим мотором. Я рассказал на B8 Passat это, что да, вот его в свое время признали лучшим. Технологичность, надежность и экономичность. Вот. Насчет в целом покупки, что лучше. И эту машину купили из тех же соображений, которые те владельцы купили Зафиру. Суть в чем? Эта машина была куплена 2 года назад за 16, там, ну, около 17 тысяч долларов. Зафира была куплена там за 12 с хвостом, по-моему, или 13. И люди тоже вот смотрели, думают, что лучше купить. Смотрели по комплектации, можно купить Rapid Octavia, но говорит, я когда выбираю все пункты, то, что мне надо, машина выходит там в 17-18 тысяч долларов, ну, максимал. Блин, говорит, а смысл, я покупаю B-класс за такие деньги, лучше, ну, европейцев взять, вот,
И, собственно говоря, было куплено Zafira. Ну и этот автомобиль в то же самое время купили. Сейчас такие машины стоят, вот он 16-17 стоил с 2-литровым дизелем. Сейчас их, кстати, о продажах, сейчас их продается 48 штук. Самая дешевая 15 600, самая дорогая 27, почти 28, 27 960, по-моему, да. 2-литровые дизеля самые дорогие, потому что 2.0 их мало, под растаможку дороже получается, в основном 1.6 Common Rails гоняют. Но 1.6 это очень медленная машина будет. Тут 2.0, ну, нормально ее тянет, а 1.6 это очень слабая машина. Ездил я на B6 1.6, на B8, то DSG не помогает. Все равно 2.0 гораздо резвее. Вот. Первый Туран вышел в 2003 году, и на тот момент в этом автомобиле были использованы все новейшие технологии. Ну, например, 2003 год, когда полным ходом еще B5 Passat были на конвейере, то меню, допустим, климат-контроля было такая же, как у B6, который вышел в 2005. Уже в Туране было вот новое это менюха. Ну, новый этот мультимедиа, сам внешний вид, интерьер, климат-контроль, это все, что было потом в B6. В 2003 тоже было на Туране. То есть первые новые технологии, сам дизайн. Электроусилитель также был впервые на Туране использован. То есть все новые технологии вкинули в Туран, который потом вот на Passat'ах, на Гольфах уже начал появляться. Разумеется, они были пятиместные, за 7 мест нужно было доплатить, и машина очень хорошо зашла. Compact Van всегда пользовался спросом. Вот у Opel был Zafira, а у Ага ничего не было. Ну, был Шаран, но Шаран больше Турана, и даже, может, и никому не нужен излишне большой автомобиль. Турана многим вполне хватало. И Туран, конечно, зашел в своем классе, многим он понравился, машина пользуется спросом, но и глядя на дороги наши, их достаточно немало. В 2006 году вышел рестайлинг, изменили фары, бампера, задние фонари, решетка, другая, конечно же. Плюс уже на рестайлинге этом уходили 188 2-литрового дизеля, Я-158 уходили, уже Common Rail'овские двигатели приходили 159 серии. Ну, то, что я на B6 рассказывал, уже не насос форсунки, а уже Common Rail. То есть в этот момент произошли эти изменения. Также добавили помощь при парковке. В декабре 2006 вышел Cross Touran, уже расширители, выше ходовая, чуть, ну, уже кросс-версия, уже внедорожная. Ну, все уже начали грешить многим, как впоследствии потом. И Логаны, кроссы, сейчас все кроссами стали. И Весты, Лады, и Рено уже у всех есть кросс, абсолютно у всех. Ну, вот тогда ВАК уже выпустил Туран кросс, свою версию. Уже 17-е диски, кстати, были на кроссе в тот момент, потому что еще на первом Туране 16-е были в полном ходу. Здесь уже были сразу на 17-х. В 2010 году вышел второй рестайл. Для многих второй Туран, но все же это второй рестайл первого Турана. Уже на базе Гольфа 6, 10-й год. Соответственно, автомобиль снова еще внешне изменился, платформа осталась та же. Уже фары, бампер полностью улучшили, аэродинамический коэффициент, немного уже с дизайном, формами поигрались, немного по-другому машина выглядит. И справедливо сказать, что многие люди, логично, что не путаются, что это действительно уже второе поколение машины якобы. Вот, 188-е дизеля ушли в историю, были полностью уже Common Rail'овские. Ну, мы двигатели добавили, улучшили систему помощи при парковке, также добавили систему адаптивной ходовой. Мне нравится дизайн этого автомобиля, он очень хорошо выглядит. Действительно, специалисты в свое время постарались на славу. Красиво они его изобразили. И здесь не возникает, знаете, такого скрытого желания, вернее, мнения, как вот на многих автомобилях, там неважно, B, C, D класс, компакт, кроссоверы, неважно. Смотришь, да, вроде, к примеру, кроссовер, да, класс все-таки это уже не какой-то легковой автомобиль, это уже кроссовер, это уже стиль, стаж, уже авторитет. Да, это кроссовер, но самый дешевый в этом классе. Все остальные конкуренты все подороже и покачественней, а ты на самом дешмане ездишь. Здесь такого мнения не возникает. Машина очень хороша и подсознательно как будто тебя зомбирует, что она не самая дорогая, она из, ну, престиж, марки есть уже, вот, глядя на нее, она не выглядит просто самая дешевая в классе, самая пустая. Ну и есть и стиль, и агрессия. Но вот мне нравится, потому что первый Туран, он все равно как-то простовато выглядел. Вот на фоне даже французов, там японцев, все равно вроде бы как на уровне. Здесь же, ну, за счет, может, более агрессивной внешности, но возникает такое ощущение, что автомобиль
как будто классом выше, более авторитетный, более солидный. Отдельный плюс этой машины, конечно, цвет. Я помню, когда свою машину искал, я вот искал либо черный, либо такой темно-коричневый. Мне нравятся такие цветовые гаммы ваговские. Все этими красивыми речевыми оборотами хотел сказать, что машина от второй Туран в 2015 году, когда выходил, он более авторитетный вот в классе среди своих конкурентов, чем первый, который выходил в свое время в 2003 году. Платформа MQB, как я уже сказал, и в сравнении с первым, плюс первый, то, что здесь уже в базе шел уже на 17-х дисках. Ну, можно поставить и 18-е, но лучше все же на 17-х, потому что ступичные подшипники дольше живут. А подшипники уже с середины 2000-х, середины нулевых у ВАГа уже вместе со ступицей меняется, поэтому 4 ступицы это не очень-то и дешево, особенно сейчас, когда цены повышаются на запчасти. Поэтому лучше на 17-х. И на 17-х он так нормально выглядит, я бы сказал. Ну, конечно, на 18-19-х более авторитетно будет выглядеть, более круто. Стандартное ваговское решение. Спереди Макферсон, сзади многорычажка. Это у всех, и у Гольфа, и у Пассата, и от компакт-венов. Стандартное ваговское решение. И это, конечно же, комфортно. И с точки зрения управляемости, маневренности, оптимальный, хороший, правильный вариант. Сейчас снимаю, подходит женщина. Снимаете, нет, куда мне обойти, сюда или туда, куда. Как будто, чтобы не мешать мне вам тут. Как будто, влезая в кадр, своим голосом перебивая меня, ты съемке не мешаешь. Такие вежливые, все культурные. Я фанат этой логики. Минус комплектации. Нету камеры заднего вида, есть просто только парктроники. По багажнику он немал, он пятиместный автомобиль. Двойное дно, все это можно сложить, и ниже у вас еще одна ниша открывается, чтобы положить какой-нибудь крупногабарит. Розетка 12 вольт, ну, для 7-местного здесь подлокотники, особенно вот ниша предусмотрена. Шторка съемная, я не буду уже ее снимать, всем это понятно. Можно сложить переднее сиденье, получится ровный пол, можно их просто отодвинуть. То есть багажное отделение достаточно немалое в этой машине. По двигателю у нас 2-литровый TDI DFEA. 150 лошадиных сил. При 3000-4000 оборотов максимальная мощность. 340 крутящего момента с 1750, ну как 189 было. Чем хорош вот этот двигатель уже, ну поздние, потому что первые, которые шли еще, цешки, которые первые были, самые первые в 2014-2015 году, которые выходили, у них был 320 крутящего момента, 150 лошадей, да, то же самое, но 320 крутящего, здесь уже 340, 150 лошадей, 3500-4000 оборотов, 340 крутящего, 1750, ну, поршневая, как другие поршни сами по себе, но физические параметры такие, как у 189 мотора, 81 поршень, ход его 95,5, степень сжатия уменьшили, здесь уже другая ГБЦ, здесь, разумеется, стоит, 16,2. А у 189 был 16,5 на моей машине, на моем моторе. То есть уже потенциал для тюнинга больше, соответственно. Ну, также я на B8 рассказывал про этот мотор, ну, про эти двигатели в целом. Что изменили, самое главное, это первое, жидкостный интеркулер, который вмонтирован уже во впускной коллектор, это уже единое целое. Жидкостный интеркулер, поэтому здесь чаще слышишь вентилятор, как маслает. Потом развернули клапана на 90 градусов, то есть было 2 впускных, ну и так на каждый, ну по 4 на каждый цилиндр. Здесь уже так 2 впускных, 2 впускных, 2 впускных, 2 впускных, вот так уже расположены. И с одной стороны это сделано для экологии, как они писали в свое время, но с другой стороны это, я на B8 тоже говорил, это хорошо тем, что равномерный нагрев, то что 2 впускных и здесь выпускной, и здесь выпускной, то есть равномерный нагрев всей ГБЦ по всему параметру, то есть меньше вероятность, что со временем пробьет прокладку ГБЦ, потому что та часть более нагрета, это более холодная, а здесь уже более равномерно с точки зрения нагрева. Электромагнитные форсунки были установлены. Пьезоскин уже электромагнитный не более надежно считается. Но опять же любой дизель можно убить. И 189 и этот, если вы зальете там с канистры, с песком, совсем, все что угодно, и у вас хапнет и ТНВД, и форсунки, и вы потом будете орать, что все современное, это все на Г, все плохое, все сломалось. Если заправляться на заправках, проверенных хорошим топливом, качественным, то, как правило, проблем не возникает, двигатель ходит, все в порядке, за 300 тысяч ходит, все нормально. Тот B8, который я снимал, у него тогда уже было пробег 295 тысяч километров. Сейчас он, кстати, продается, этот же B8. Он, по-моему, в Могилеве или в Минске. Там уже 323 тысячи километров пробега. Тогда я снимал, уже было 300 тысяч, не было никаких проблем. И сейчас, ну, по
За 300 такие двигатели выхаживают, я тоже не слышал негативных отзывов по ним. То есть, ну, движки ходят, все зависит от эксплуатации. По движкам, которые еще здесь устанавливались, в Европе 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI с 2016 года, я уже на многих автомобилях говорил, это, по-моему, на полоседане на Рапиде, на Октавии, точно помню, говорил. С 2016 года пошел уже EA 211 EVO, там уже 1.5 TSI, полтора литра уже сделали объем. 1.8 TSI также здесь устанавливался, и Common Rail, разумеется, 1.6 дизель и 2.0 дизель. 1.6 не тянет, ребят. Ездил я на них, кажется, секунда в разгоне между 2-литровым и 1.6. То есть, ну, разница не критична, но критична. Когда вы сядете, почувствуете, и вы это прочувствуете. 2-литровый, конечно, более бодрый, резкий, мне он нравится. Но если вы не водитель не быстрый, вам сотка нормально ехать, то 1.6 в принципе покатит. По 1.4, 1.8 они уже не такие проблемные. Я на многих автомобилях рассказывал на своем канале уже. И Октахи, и Рапиды, и Супер 2 снимал. Здесь уже на 1.8, на 1.4 нет такого, что вот на 1.8 до 100 тысяч километров наездил, как было Gen 3 модификация, и все. Поршни кованые поставь, кольца поменяй, потому что масложоры космические. Здесь этого уже нету. Но, конечно же, во всех я в видео говорил, здесь опять же повторяюсь, все важно от качества масла и часто его замены, потому что есть 1.4 EA211, вот я на Октаве это внимание уделил, то что вот та Октавия и на родных сцеплениях, и масло не жрет, потому что там меняется раз в 7,5 тысяч километров, и я знаю автомобили, у которых 1.8 TSI 180 сил, Gen 3 уже модификация, либо 1.4 TSI EA211, у которых уже пробеги 230-250 тысяч километров, и они масло не жрут, потому что масло меняется часто, заливается качественное масло. Раз 7,5-8 тысяч, если менять, и часто, то есть этих проблем не возникает. Также фазорегуляторы, не будет о них звона, проблем не возникнет, если вы, опять же, будете часто менять масло и качественное масло заливать, потому что все от давления масла работает, опять же. Все современные двигатели зависят от качества масла. Ну, конечно же, и от обслуживания. Цепь с натяжителем на 1.8 тоже как-то растянется, придется ее менять. Поэтому, ну, такое качественное обслуживание, но таких уже повальных проблем, которые были на первых двигателях, уже нет. Они стали понадежнее. И DSG стали понадежнее. Здесь 6-ступенчатая механика, можно взять на DSG, но если уже 300 тысяч и более этого, все же механика понадежнее, ребят, будет. И, да, вы скажете сцепление, но поменять сцепление на 6-ступенчатой механике это дешевле, чем потрошить DSG все равно. Вот. Хотя против DSG я ничего плохого не говорю, хорошие коробки, все замечательно. И этот двигатель тоже неплох. Но я бы брал дизель, вы знаете, я думаю. Ну а что в салоне? Еще раз. Ничего не хочу сказать, ребят, но сухой факт. Вот я когда снимал Каджар, я там тоже вот акцентировал внимание на звуке закрытия двери. Как замок. Все равно вот Каптюр снимал, на Аркане ездил. Все равно этот звон стоит, просто звон. А здесь все равно приятный звук закрытия. Вот мелочь, но впечатление. Первое впечатление такая вещь, куда никуда не девается и остается с вами надолго. Насчет салона. Вообще машина не в самой богатой комплектации, ну середнячок такой. Но минимальные необходимые функции здесь есть. Что самое главное, минимально необходимое? Это, конечно же, климат-контроль, подогревы передних сидений и активный круиз-контроль. Вот активный круиз-контроль, это очень хорошо. Что значит активный круиз-контроль? Если впереди вас едет автомобиль, а машина автоматически снижает скорость вплоть до полной остановки во избежание столкновения. Это очень хорошо, потому что на многих более старых автомобилях просто простой круиз, он идет со скоростью, которую вы задали, и там уже вы сами контролируете. Активный очень хорошо. Конечно, вот управление круизом, выставить скорость, управление звуковой аудиосистемой, переключение треков, поднять, положить трубку, громкая связь и управление, конечно, бортовым меню. Пробег здесь 200 900 километров, то есть на машине еще спокойно суточку можно ездить, а эти дизеля 2-литровые, они вообще заявлены, их ресурс 350 тысяч километров с завода, это гарантийный ресурс этого двигателя. На деле они ходят еще больше, я вот много раз про это рассказывал, там, если вот отвлечься 189 двигатель, он тоже рассчитан на 350, но я знаю машины, те же вот цебаловские моторы, у которых пробег 480, и машины не жрут масло, они едут на уровне с моей, у которой там 260 с лишним.
То есть моторы эти очень хорошие, выносливые и точно не побеспокоят. Побеспокоить может все что угодно, но моторы, конечно, если вы будете забивать, топливо плохое, то вам топливная система, мотор вам отомстит. Но при нормальной эксплуатации, обслуживании, мотор вас не побеспокоит. То есть я так веду к чему? Вы скажете, ты в салон сел, что-то про мотор расскажешь. Ничего не попутал. Нет, я к тому, что сейчас идет про оснащение, чтобы была целая картина. Не нужно цепляться к пробегу. Пробег здесь насчет двигателя, пробег здесь еще с запасом. То есть 150 спокойно вы отъездите, потому что многие боятся вот масложоров вот на 1.6, на 1.4 TSI бензиновых Б-класса, которые собираются, ну, калининградской сборки, думаю. И насчет, опять же, салона. Что можно купить вот за 19-20 тысяч долларов? Примерно столько сейчас стоят тут такие Тураны в такой комплектации 2.2 дизеля. Когда он покупался 2 года назад, они стоили 16-17. Что можно получить? Во-первых, за эти деньги сейчас 1.4 на DSG Б-класс стоит. То есть Rapid и Polo. Но и по мне более привлекательный этот автомобиль. Во-первых, потому что это минивэн, посадка выше, вам удобнее все, более пространственный салон, самое главное. Багажное отделение больше. Ну и само вот качество отделки салона, да, пластик мягкий, не жесткий, вот, мягенький, как у меня еще. И, кстати, 200 тысяч я сейчас по ямам тоже погонял, скрипа я не услышал. Многие пишут, да Октавии скрипят, гремят, да Аудюхи 2015 года скрипы я слышал. Вот это. Здесь я скрипа не услышал. Это автомобиль пригнался с Европы, и вот 200 тысяч километров пробега у него. Скрипа я не услышал. Я вот ездил, тут ремонт дороги был, по ямам я прогнал на нем, хозяин на ней поджигал. Сейчас я скрипа, ни одного скрипа я не услышал. То есть вот материалы отделки у Зафиры жестче. Вот у нас по конкуренты был Зафире, поэтому я Зафиру буду упоминать. И плюс того, что семейный автомобиль, вам нужно всяких много кармашков, вот, бардачок, ниш всяких, потому что что-то нужно положить, особенно вот дети есть. Во-первых, преимущество. Сейчас лето, все очки надели, и даже если тучи. Многие очки используют не по прямому назначению, чтобы не жмуриться от солнца и гасить яркость солнечных лучей, а просто напялить очки, все, я крутой. Именно поэтому вот здесь есть очечники. Здесь 2 очечника, но здесь по размеру, в принципе, и iPhone можно положить. Это он нормальный по размеру. Здесь еще больше. То есть уже 4 человека, то есть семья из 4 членов семьи, все свои очки сюда заныкают. Это уже плюс. Во-вторых, вот ниша. Также управление аудиосистемой. Вот разъем на 2 флешки, диск. Бардачок с охлаждением. Туда кондей-мандей дует. То есть, помните, я Fiat Stilo снимал. Ну, здесь покруче система. Здесь, да, вот кондиционер охлаждает бардачок. И туда можно спокойно... И он немал, кстати. Сюда вот можно 2-литровые бутылки воды спокойно положить. Особенно, знаете, узкие продолговатые бутылки. То, если такие ложить, то туда и 3 поместится. Можно и 4 запихнуть. Подлокотник очень удобный. Ну, ниша. Ну, 2 пачки влажных салфеток влезет. Там телефон какой-нибудь. Подлокотник регулируется по высоте, также и по вылету. Это очень удобно. Я сейчас ехал, ну, полный шик. Ну, мне нравится очень. Вот это все мне знакомо по ВАГу. Климат-контроль такой же в Passat, в Гольфе, в Шкодах, Октавиях, Супербах, в Кодиаке это было. Мультимедиа тоже родная, все, мои глаза это знают уже давно. Приборки, спидометр, тахометр, то же самое было уже на рестовых Passat'ах. Вот 6-й, когда уходил, 7-й, когда пришел, вот это вот все знакомо. Руль от B8, все знаком, все замечательно. Посадка сама, сиденья не дубовые, достаточно мягкие, хорошие, не кожаные, для меня-то плюс. Я кожу лично не люблю, для кого-то это недостаток. Вот, но все равно накидки я бы купил. Я в свою машину установил накидки, все равно теплее. Когда вот вы выходите в прохладную погоду, садитесь в салон, да, вы включаете. Плюс, кстати, комплектация есть обогревы передних сидений. То есть минимально необходимые есть, но нету контроля ограничений скорости, слежения за полосой, вот этих всех систем нету, к сожалению, для кого-то плохо. Но, ребят, сколько я тестировал машин с такими системами,
У всех они отключены, вот попросту у всех. Я снимаю обзоры и их всех активирую. Вот я на Peugeot гонял 5008, ну это кроссовер. Тоже там уже система активный руль. Я вот сидел вот так, и машина сама рулила в полосе. Но всегда она, бывает, хреново считывает, из полосы уходила, я поправляю. То есть полностью отвлечься не получается. Все равно система это может глюкануть. Ваш контроль необходим, тотальный. Да, я сидел на расслабоне, машина сама рулила, все, не превышала скорость. Если я на круизе ставлю выше скорость, начинает пищать. Если я из полосы там отвлекся, там на что-то, на трек, там, ну, отвлекся, из полосы тоже начинает пищать. Бывает, пищит, не понимаешь зачем. И у всех людей такие функции отключены нафиг. Оплатить за них нужно. Поэтому я не знаю, нужно вам это или нет. Потому что за комплектацией всегда люди торгуются и цену выше ставят. А если вот покупать новый автомобиль с этими всеми плюшками, сразу $1002. Ну, на разнице комплектации идет. То есть тот же самый двигатель, коробка, но уже пара функций, плюшки, и уже цены растут в геометрической прогрессии. По посадке сидеть мне удобно. Кармашек еще под сиденьем. Тоже обозначено для особо умных, потому что неизвестно, кто что захочет положить. 1,5 килограмма вес, не больше, иначе поломаете. Сидеть удобно, вот достаточно широкая торпеда, руку можно сюда закинуть на подлокотник и на понтах так ехать. В общем, 6-ступенчатая мешалка, очень хорошо, но на 2-литровых дизелях. На 1.6 ставили сухую DQ200, на 2-литровых уже мощнее, то 6-ступенчатая DQ250, 6-ступенчатая мокрая. Про нее я рассказывал, и вообще, в принципе, как с DSG обращаться на Шкоде Кодиак. Там вот был DSG, вот там я рассказывал, как нужно правильно пользоваться. Необходимые всем известные правила, но кому интересно, можете посмотреть. С одной стороны, DQ250 надежно, хороша, ходит долго, переключает замечательно. Замечательная коробка, отлично, супер коробка. Но все же есть у меня знакомые Passat B6, у которых уже пробег 320, 350, все равно уже начинаются вот эти сообщения. Всем привет, ребята, такой вопрос. На пятую не переключает, возникает глюк, когда газанешь там под 3, загорается ошибка, то все, ну, в общем, блин, коробка просит приложить руки и опустошить ваш кошелек, даже если вы этого не хотите, но придется. Я в том плане, что если уже покупать машину с пробегом, да, на 200 тысяч километрах можно брать DSG мокрую и вообще не заморачиваться, можно даже сухую взять. Вон та Octavia, которую я снимал на DQ200, там еще родные сцепления были, там был пробег 185 тысяч километров пробега, по-моему. Вот. Но опять же, DSG хорошо диагностируется, это можно проверить. Есть СТО, специализирующиеся именно на DSG, там износ сцеплений, все вот это можно следить. Но, тем не менее, 6-ступенчатая механика мне лично не мешает. Вот город, если у вас не миллионник, вполне пойдет и механика. То есть, ну, не стоит за это переплачивать, я считаю. Ну, нормально. Кому как, опять же. Ну, AUX разъем под флешку. Опять же, ниша для телефона подойдет. То есть, много всяких кармашков. Здесь кармашек, опять же. Так мало чего сюда поместится, я не знаю, что сюда можно положить, но тем не менее это есть. В том плане все равно в Б-классе, в дешевых компакт-кроссоверах, тот же Captur, Duster, конечно, не нужно сравнивать с ним, я понимаю, это другой класс, вы мне сейчас разнесете в комментах, но я сравниваю именно, что можно купить таких годов за такие деньги примерные. Новые машины. Но 2016 года будет подешевле, конечно же, и Captur, и Duster. Но если вот покупать что-то из нового, либо там 2-3-летнего, то, конечно, вот такие европейские минивены, они больше предпочтительнее в том плане практичности и цены, качества, состояния. По месту сзади. А сзади места предостаточно. Честно говоря, я вот на Туране вот и хотел именно второй снять, потому что в Туране я вот сижу первый раз на них езжу. И по фото внешне так он, мне казалось, что меньше места, чем есть на самом деле. А сейчас я понимаю, что нифига, блин, нормально здесь место. Сидуха регулируется, все это можно подогнать под себя. Место, пространственный, нормальный салон. Здесь очень удобно, очень хорошо. И я, честно говоря, если бы сейчас, так предположить, если мне пришлось бы там семья, то все, зачем мне
Но в основном у меня пробег городской в основном. Жалко такую машину все равно гнать на бездорожье. Все равно поцарапать где-то ветка, это, ну, кровь по сердцу, я не смогу это делать. По-любому на такой машине это городская эксплуатация. Зачем в городе у нее постоянно полный привод? Зимой улицы чистятся, все в порядке, то есть в полном приводе нет нужды. Расход топлива выше, а так толку от него нет в основном. И к тому, что в компакт-кроссоверах более тесно, меньше пространства. Здесь пространства больше. Трехзонный климат-контроль, здесь можно выставить обдув, температуру, которая вам нужна. Сиденье не дубовое, комфортно сидеть мне здесь очень хорошо. Обзор отличный. И эта машина семейная. И количество членов семьи бывает увеличивается. И даже не запланировано в основном очень часто. Я к тому, что здесь тонированные стекла. И так снаружи сейчас солнце светит. А с той стороны так тенек, но все равно ничего не видно. И с этой стороны ничего не видно. Если тут что-нибудь завесить, то, в принципе, можно прекрасно уединиться. Вот. Насчет... опять же, столики хорошие. Даже фиксированно. Если сюда даже вот планшет положить, ехать можно какой-нибудь кинчик смотреть. Так вот поставить, да, ну вот так как-нибудь. Итак, планшет можно ехать там. То есть, ну, все равно, блин, это куча мелочей, кажется, да нафиг, это не надо, это не надо, это не надо. И так пойдет, и так сойдет. А потом садишься в другую машину, этого нету. Блин, как же этого не хватает. Особенно если другая машина стоит столько же, сколько эта. И насчет шумоизоляции, в Зафире было более слышно двигатель, все равно больше шумов, чем здесь. Здесь все равно покомфортнее. Немного двигателя слышно, конечно, но это хорошо. Когда двигатель абсолютно не слышно, это тоже не люблю. А здесь двигателя слышно, ну, то, чтобы на секунду-две хотя бы забыться и возомнить себя каким-нибудь гонщиком. А так, мультимедиа та же. И кнопки также все подписаны, как у B6, только чуть-чуть по-другому это все выглядит. Ну, глянец не поцарапался, приятно. Кстати, насчет глянца этих всех вещей очень много продается машин, но я не знаю. Ну, как будто собак возили, уж извините за выражение, но такое впечатление, что собак возили. Поцарапаны дверные карты вот здесь вот снизу. Пороги сами эти пластиковые поцарапаны, глянец все расцарапаны. Я не знаю, там... Ногти стригли и сразу же царапали его. Я не знаю, как так можно сделать, в принципе. Вот это вот все родное ваговское. Было это в B8 такое же, в Кодиаке. Ну, вот этот менюха климат-контроля, это все у Вага одинаково. Тут нечего смотреть. Это все родное, все сердцу родное, все знакомо моим глазам, все известно. Мотор этот тоже я знаю, и мне он очень нравится. Классный мотор, конечно. Вот эти технические моменты некоторые не изменили, но, казалось бы, блин, делали бы дальше 189 и так далее. С одной стороны, может, да. Вот классно в повороты заходит. Кстати, маневренность, это тоже нормальная машина, все равно на базе Гольфа она создана. Сейчас ветра нету, тихая погода, то хорошо она в поворот заходит. Казалось бы, минивэн, семейный, он не должен быть. Но маневренность хорошая у машины. Хорошо она ложится в траекторию. Ее не тянет. Потому что, знаете, вот я ездил на Талисмане. Для нас это хорошо. Отвлекусь, вот, к примеру. У Талисмана спереди Макферсон, сзади балка. Блин, шикарно. Шикарно для нас. Там минимум вложений в эту ходовую. Но я вот как сейчас, вот я ехал 60 км в час. Я заезжаю на кольцо, и вот она хорошо, от кольцо я поворачиваю руль, она траекторию четко поворачивает. Как я ее кручу, так она и едет. А на Талисмане уже все равно тянет. Сзади балка, она все равно свои коррективы носит. Нету такой маневренности у машины. Все равно, когда балка, уже не то. Все равно как-то на мне больше заходит, я не знаю почему. Если так подойти... У Зафиры было круто, что тут продольный потолок, там мини-панорамная крыша, там двигалась обшивка потолка. Ну, как-то по мягкости, кстати, нет такой жесткости. Машина плотно, ямы переезжает. Тут я пару ям фирменных своих, как обычно, проехала, запрыгнула на них. Не было такого удара. Машина так, ну, плавно переехала. Не было, что такой ударная нагрузка, что прям удар произошел, машина аж подпрыгнула. Нет, ну, нормально. Не сказать, конечно, здесь пневмы нету, но, тем не менее, все достойно на уровне. По городу, вот я еду с улыбкой на ней, мне приятно, отвращения нету.
Но у Зафиры чуть-чуть похуже вот это вот качество. Там не выгибало прям жестко, что уже за это, но там текстура была более бледная, как будто нацарапанная, и не такая мягкая. Ну, то есть на качестве пластики там уже чуть-чуть сэкономили. Здесь все-таки помягче, тискать его поприятней. Дизель хорошо идет, сейчас 30,5 градусов за бортом, 31,5 показывает. То есть идет он хорошо. Как я говорил на B8, чуть-чуть все равно быстрее, чем 189 молдавский, но оно и понятно, потому что здесь уже за технические эти новшества. Но сейчас новые машины подорожали, сейчас полоседан от 20 тысяч долларов там с чем-то начинается. 20 500, по-моему, минималка. Самая минимальная, ну не полоседан, уже полулифтбэк, я уже оговорился. Вот. За такие деньги лучше уже доложить 5 тысяч долларов и за 25 взять такой Туран. Ну, хотя машин уже стало поменьше по количеству вообще в продаже, в принципе. И, ну, сейчас все дорожает, цены поднялись на автомобили. Сейчас выхватить машину, можно купить автомобиль у адекватного владельца еще, скажем так, по старым ценам. А есть такие неадекваты, что машины, ну, очень сильно переоценены. И если уже так нырять в эту тему разговора, отвечу сразу. Если вы ищете себе машину, старая уже сломалась или уже все доездилось свое, то да, нужно искать. А так, в принципе, сейчас нужно ездить на том, на чем вы ездите, на своей теперешней машине ездить дальше, доводить ее там, чинить то, что нужно менять, и присматриваться, что бы вы хотели купить, и собирать деньги. Все. Хочу сказать, да, мне нравится эта машина. Для кого-то обзор сейчас будет скучный, и в первую очередь для меня. Почему? Потому что я уже с вагами в обнимку давно иду, и я здесь ничего нового уже не увидел. Потому что я снял в свое время B8, и вот мне очень хотелось, тогда помню, я гонялся за B8, очень хотелось снять B8. Вот. И, ну, собственно, я его и снял, и посмотрел отличия. Такого, скажем, скачка, ну, не произошло. Я там в видео тоже говорил. Между вот 5-м Passat и 6-м, да, были новшества. Уже электроручник, уже торпеда более, ну, интерьер более богатый, более в сторону премиальных классов. Уже сделан не такой простоватый. То есть, ну, шаг уже очевиден. Вот. Но не пускай не шаг, но полшага, так серьезно это изменения некоторые были на порядок. В B8 я уже такого не увидел. В B8 уже легкая модернизация, так скажем. Второй тюнинг глубокий B6, не более того. Ну, единственное, что, да, вот новые моторы 288. Но что в итоге? Конечно, что покупать, его или конкурентов, решать вам. По мне, она мне больше нравится, чем Зафира, потому что все равно и шумоизоляция получше, и вот качество материалов отделки, ну и движки, конечно, лучше эти, знаю, ваговские, поэтому мне это ближе. Я не хочу найти там, не особо я объективен, я тому веду то, что вам кому-то больше понравится там Citroёn какой-нибудь, ну, каждому свое. Мои впечатления все равно лучше Зафиры в плане вот отделки, шумоизоляции. Движки, опять же, я лучше эти знаю, мне они тоже более по душе, они надежные, к ним претензий нету, все в порядке. То есть, имея такие деньги, там 19, 20, 21 тысяча долларов, чтобы покупать такой европейский бушный минивэн, ну, вот с пробегом 200 или около, но эта машина очень хорошая и свежая. Либо что-то более новое, не 6-летнее, там 2-3-летку, но вот B-класс, либо какой-нибудь Captur, Duster, ну, что-нибудь из этого, либо Tiguan. Конечно, люди, которые ее создавали, это умные люди, и предусмотрены все кармашки, ниши, более просторный салон. Семье это больше подойдет. И что брать, его или конкурентов, ну, решать вам. А самое главное, решать, основываясь на предложениях на рынке, цена, количество, качество предлагаемых этих машин. Потому что сейчас цены кусаются и полный неадекват. Все переоценивают, либо более адекватно ценят. То есть нужно уже смотреть в натуральной величине, что происходит на рынке. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в телегу, соцсети. Там все свежие новости, ссылки в описании, вся информация в описании по соцсетям, по всему. Спасибо большое за внимание. Мы будем снимать еще автомобили. Я надеюсь, сниму еще и конкурентов этих машин. Самому интересно просто сравнить для себя. Счастливо!